Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг, и сегодня я хочу поговорить о таком неоднозначном проекте, как Gala. Я, конечно, когда зашел на CoinMarketCap, когда на сайт сходил, я увидел, что это вообще тут можно музыку послушать на сайте у проекта Gala. Они на блокчейне написали вообще свое приложение для музыки. Ребята, вы вкиньтесь, куда уже крипта начинает шагать. Приложение обалденное, я бы музыку вам включил, конечно же, и здесь очень крутые исполнители, но из-за правил YouTube я не могу это сделать. Обязательно сходите на сайт, вот тут на CoinMarketCap есть веб-сайт, вы можете открыть это дело, зайти. Тут, конечно, есть казино, есть игры, вообще-то гейминговый проект, здесь есть там ставки разные, вот Gala Music App, Gala Chain и так далее. Тут чего только нету, есть создатели, можно фильмы посмотреть, здесь музыку послушать, в игры поиграть. Так что, ребята, обязательно заходите и все это проверьте. Еще в блокчейне обязательно стоит вам посмотреть контракт Галы и оценить вообще, какая ситуация по блокчейну, по распределению монет. Но меня привлекает она не столько как проект, а столько даже как возможность на этом всем очень хорошо заработать. Почему? Я смотрел несколько раз уже за Галой, а мы, вот видите, здесь 292% показали на этом пампе. Потом мы росли еще раз, показали, уже 500% роста было. Это у нас октябрь 23 и март 24. И вот недавно тоже совсем у нас 372% роста было. На всем этом движении Гала показала вот такое количество процентов. Это 467 530%. А оно, ребята, и понятно, почему такие проценты. Это понятно, откуда такие проценты. Проценты такие, потому что у них есть инфраструктура, у них есть приложение для музыки, у них есть игры, да, вот этот вот гэмблинг, у них есть то и тому подобное. Мы тоже будем в своем проекте обязательно к такому стремиться. Значит, что еще мы здесь видим очень интересного? По Гале, вот в данной области была остановка на этом всем пампе, здесь была остановка, и вот в данном месте начался медвежий рынок. Вот тут мы уже поплыли вниз. Поэтому я выделил два таких блока, это очень широкий диапазон, и я думаю, что вот это будет наш основной диапазон по Гале, это порядка 3390%, и я считаю, что именно в данном месте мы можем увидеть касание в данный блок, и от этого блока мы можем увидеть разворот и поход наверх, потому что все это здесь, это у нас накопление, вы должны понимать, здесь просто проект накапливается, вот такие вот сложные формации рисуют, все это flat, сейчас мы это вам покажем, рассмотрим, то есть сюда мы можем спокойно зайти и отсюда уже после восстановления выйти. Почему? Потому что цель основная альткоинов всех это протестировать вот этот ключевой уровень. Мы с вами обязательно посмотрим на объемы. Я вам покажу, откуда нападение на Галу готовилось, так сказать. По вот этому всему делу мы видим, что тут действительно флэт четкий есть. Вот это наша область, так званое накопление. И на всем этом пампе вот здесь действительно была серьезная такая коррекция. Вот здесь тренд развернулся, в данном месте мы видим, как EMA-линии развернулись, пересеклись, а здесь была первая серьезная коррекция. И по большому счету мы и сформировали вот этот вот диапазон, его верхняя граница и нижняя граница. И что самое интересное, ребята, это то, что мы не тестировали ни верхнюю границу, ни нижнюю. Но я считаю 90%, что мы протестируем как нижнюю границу по Гале, так и верхнюю. Обязательно. Вот. Просто вопрос в том, что будет первым. Я купил Галу вот в данном месте перед падением, да, она уже в просадке на 28%. Я сижу. У меня ходл, никуда я не собираюсь из Галы вылетать и продавать этот проект и инструмент. Набирал я Галу вместе с осмозисом, да, и с эфириумом на падении. Поэтому это все дело сейчас и находится в просадке. Но мы с вами знаем и видели, какие пампы дает этот проект.
14 тысяч процентов, да, и здесь, например, вот совсем недавно это у нас 660%. Поэтому я считаю, что мы можем использовать именно этот торговый диапазон и закрывать свои позиции, объемы по гале как раз тогда, когда мы придем в зону 0.15 хотя бы как минимум, чтобы мы в 0.15 пришли. Весь этот тренд нисходящий, вот он пока выглядит так, это наша нижняя точка. Вы видите, что на этом всем падении, чем мы ниже, тем у нас меньше амплитуда снижения, то есть волатильность затухает. И уровень золотого сечения, он как раз находится, вот 618 уровень, он находится на ключевом уровне, где была смена тренда. А вы помните, я вам постоянно на канале рассказываю, что как бы токен не вел себя, у него есть какая-то фаза распределения, где он долго распределяется, и здесь формируется ключевой уровень. Мы его пробиваем и уходим вниз в медвежку. Но после того, как происходит накопление, на альт-сезоне мы как раз-таки тестируем этот уровень и уходим в новую медвежку. Так как Гала еще не протестировала этот уровень, я ожидаю, что на уровень золотого сечения мы сходим. Потому что мы тестировали и корректировали наше вот это вот все снижение, весь медвежий рынок, на уровне 236, 382 и 0.5 мы даже не дошли, не закрыли. То есть вы видите, как планомерно это все было. Сначала мы закрыли один уровень, вот 382, потом ушли вниз и закрыли второй уровень, 0.5 почти. Ну, не дошли. Не могу сказать, что мы полностью прям его закрыли. Это то, что мы видим по Гале, по техническому анализу. И тут довольно-таки приятные очень проценты сразу вырисовываются. Какие именно это проценты? Если мы будем брать прям с текущих, четко до 618 уровня, это 975%. Но я понимаю, и это доказано практикой и опытом, это неправда, когда вам говорят, что берут там 5, 10, 150, миллион процентов. Это все чушь. Вы не сможете взять, потому что нужно заходить прям по самому минимуму, там прям по кончику этих всех свечей, прям по центу на снижение. То есть прям вот тут надо было, нет, прям вот тут надо было заходить. Это нереально. У нас, вы поймите, есть вот такой вот диапазон, вот, широкий, да, и условно мы снизимся, возьмем за внимание, что мы снизимся прямо на нижнюю границу этого блока, вот прямо сюда мы снизимся, на нижнюю границу. Но вы точно не будете знать, у нас может, пойти так ситуация, что здесь уже пойдем в разворот, вы начнете покупать, здесь купите, оно упадет сюда, вы еще здесь купите, потом оно развернется и пойдет сюда. Вот, средняя цена у вас будет где-то вот в данной точке, а выйдете вы где-то вот тут уже сразу резкая коррекция начнется, вы здесь где-то выйдете, а потом мы запампимся еще выше и уйдем только в медвежку. В таких случаях, конечно, не совершать ошибок и не докупаться еще раз в надежде на то, что мы исторические хаи перепишем. Но суть остается какая? Основной диапазон, вот он, основной диапазон хода, это вот такой вот диапазон широкий, это 3400%. Вполне реально взять только половину от этого диапазона, половину. То есть где-то вот такой вот кусочек вот этого диапазона можем взять. 400-500% очень-очень легко. Если мы будем заходить просто по нижней границе, то 400-500% это будет даже не доходя до вот этой вот верхней границы. На этом у меня все. Я нудить не буду с теханализом, я буду сразу переходить к объемам, потому что вы уже начнете выключать это видео, смотреть это все не будете. Тут что мы видим? По Гале есть очень крупный объем. Да, тут график не весь. Да? Обожаю Binance на TradingView. Вот почему нельзя просто взять и все графики со всех бирж в один стянуть? Ну, подключить там ИИ какой-то, я не знаю. С одной биржи график, с другой, с третьей. 25 тысяч графиков у меня, одной и той же монеты. Ну, это бред какой-то. Вот такой вот крупный объем. И вот эту область я опять-таки выделил здесь. Мы понимаем, что накапливались мы вот здесь, у нас есть определенный уровень по ликвидности, по сопротивлению, и вот здесь. Поэтому, что по Гале? Мы такое видели уже неоднократно. Вот в данном месте мы вываливались за вот этот уровень крупный с объемами, да? Вот за вот этот вот крупный уровень. Вот здесь мы вывалились, выпали, так скажем. Здесь мы выпали за крупный уровень с объемами. Здесь мы тоже выпали за крупный уровень с объемами.
Также мы это сделали вот в данном месте, и мы также сделали это вот в данном месте сейчас. А вот как это дело выглядит. Поэтому для того, чтобы увидеть такой памп сюда, нам нужно развернуть это все падение, которое мы видим в две такие волны, развернуть заброс, сделать выше этого уровня, выше 0.24, чтобы гала восстановилась. И отсюда, если уже произойдет разворот, на этом падении уже не если, а когда произойдет разворот, вот на этом развороте уже будет не вот такой вот тренд, а у нас уже будет высоковолатильный, должен быть хороший памповый такой импульсный тренд должен быть, который, понятно, оно все перекроется, ребята, и нужно вовремя выходить. Эта история должна быть именно так. Именно так должен быть у нас переток ликвидности, должно это дело развиваться именно так, ребята, никак иначе. Почему? Потому что если, скажем, мы сейчас с текущих не разворачиваемся, еще рынок нудит, биткоин падает и тому подобное, то тут все понятно. Я купил здесь, у меня есть еще этот блок, я покупаю здесь, и все. И у меня есть средняя цена, уже она тогда будет не 0.22, а у меня средняя цена будет где-то 0.2098, или может быть еще даже ниже, 0.208. Вот. Поэтому я думаю, что данный проект достаточно интересен как раз-таки и из-за своей амплитуды, когда начинается альтсезон, вот это вот, даже мини, да, потому что не было прям альтсезона. Из-за того, что мы видим вот такие вот резкие скачки цены, раз, два, три, то если вы предполагаете, что у нас снова начинается какой-то рост на рынке, какая-то начинается движуха, то я думаю, что стоит рассмотреть галу и себе взять. Что из хорошего? Мы знаем, что вот эти все показатели дутые. Я вам скоро на примере своего проекта все это объясню. Он для этого и создавался, чтобы стать образовательным проектом. Наша криптовалюта, наш токен. Я вам покажу на примере того, как это все раздувается. 0.015 и количество монет мы просто умножаем и получаем наш market cap, да, количество монет умножаем просто на цену, которая есть. 681 это очень-очень маленький, миллионов, это очень маленький market cap, с учетом того, что там, скорее всего, гораздо меньше реальных денег. И FDV тоже я бы не стал смотреть. А на что бы я стал смотреть, это на объем за сутки. Я бы на него смотрел какой-то процент от market cap. Мы видим, что это 10% практически от market cap, и вырос объем на 7%. Это очень-очень, ребята, хорошо. И тут даже нам пишет, да, volume, market cap 8.88. Не зря эта цифра здесь, да, я уже сам считаю, у меня тут нам написали 8.88. То есть вы должны понимать, что если у нас просто есть какая-то эмиссия, ее просто взяли, умножили на цену, а нету объема торгов нормального суточного, то это говорит о том, что монеты лежат, они могут быть не обеспечены даже долларом, и на этом все. Это нормально для каких-то там стартовых проектов, да, которые не торгуются на бирже, но для тех, которые находятся там в топ-300 по рейтингу CoinMarketCap, это не должно быть, тем более, которые торгуются на куче бирж. У Галы такой проблемы нету, здесь объем торгов очень хороший. Total supply 50 миллиардов и циркуляция 87%. То есть все уже где-то лежит на биржах, где-то по кошелькам, то есть не на одном кошельке. Здесь мы видим, что это гейминг, как я и говорил, на эфире запускалось все это дело, я так понимаю, да? Да, контракт эфириума. И также мы видим, что здесь есть даже NFT выпускают. Также, видите, ребята, на дексах тоже торгуются, вот и Gala, она запускалась, скорее всего, тоже на дексах. Это был Uniswap, либо, возможно, после уже запуска, кто знает. Но большинство криптовалют запускается, конечно, в первую очередь на дексах. Поэтому, ребята, посмотрите внимательно на данный инструмент. Я думаю, он нас может в этом рыночном цикле очень сильно удивить. Очень сильно. Потому что капа, на самом деле, относительно суточного объема намного хуже выглядит. Он должен быть повыше в рейтинге на CoinMarket. Ну, это то, как я вижу. Мне кажется, что он сильно недооценен.
Всех обнял, ребята, всем профита, желаю удачи, обязательно зарабатывайте, ставьте лайки, пишите интересные комментарии, переходите на StoneFi, смотрите хейтеры на наш пул ликвидности, да, пишите гневные комментарии. Всем остальным желаю не стопиться, не ловить ликвидации, удачи на рынке. Только профит, только альтсезон.